очень много каких-то женщин, причем страшных, а просто скетчбук на выброс. Это почти Moleskine на минималках. В этом видео я расскажу, как вести скетчбук без ожиданий и без надежды. Каждый раз, когда я его открываю, я понимаю, что нужно это повторить. Возможно, нужно это сжечь. Трэш-скетчбук нужен не для того, чтобы улучшить ваш навык рисования, хотя это вы получаете бонусом. А он нужен скорее для того, чтобы изменить ваше отношение к рисованию в скетчбуке, к ведению идеальных разворотов, к навязанной идеальности в скетчбуке, чтобы сломать эту стену, которая мешает вам ежедневно вести скетчбук и доводить его до конца. У трэш-скетчбука, как и у всего, есть несколько правил. Начнем с того, что это должен быть самый дешевый скетчбук, который вам не страшно испортить. Я выбрала вот такой от Sketchmarker. Все мы знаем, что Sketchmarker достаточно дешевые скетчбуки, у них не самая качественная бумага, но ключевое здесь для меня было, что выглядит он неплохо, потому что для меня важна визуальная составляющая. Это почти Moleskine на минималках, ну почти. Да, только цвет ужасный. Во-первых, толщина, во-вторых, цвет. Ну ладно, суть вы поняли. Для меня важно, чтобы он был похож на скетчбук, потому что я знаю, некоторые могут рисовать на чем-то подобном. Для меня это была не очень удобная история, потому что, во-первых, он не раскрывается до конца, все время надо как-то его заламывать. Кто-то любит на кольцах, ну и так далее. Но самое главное, чтобы он был дешевым, чтобы вам было не жалко его портить. И для меня лично было, чтобы он все-таки был симпатичным. Поэтому я остановилась на вот этом варианте. Следующий важный момент — это то, что вы должны взять материал, который невозможно исправить. Я использовала вот такую ручку. Это гелевая ручка от Малевич. Она мне очень понравилась, потому что особенно первые, которые я покупала, они совершенно не заедали. Они прямо очень тонко пишут и очень гладко. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы вы провели линию и больше ничего не могли исправить. Логично. Дальше я покажу. Еще одна составляющая — это рефы. Подготовьте их заранее. Можно просто открыть Pinterest и с главной страницы рисовать все подряд. Вот как идет, так и рисовать. Либо вы можете воспользоваться моими референсами, которые я оставлю ссылку внизу. Переходите по ним, и там есть отдельно референсы рук, референсы портретов. Я эти папки буду постоянно пополнять. Ну или у вас есть свои папки, которые вы кидаете просто какие-то интересные картинки. Это не обязательно должны быть люди, это может быть что угодно, предметы, вообще полная мешанина. Вообще, чем разнообразнее будут референсы, тем лучше. Потому что вы, конечно, можете посвящать один лист рисованию тел, рисованию рук. Но для трэш-скетчбука это не важно. Вы можете рисовать на одном листе все что угодно, без темы, без какой-то цели. Главное — это нарисовать. Теперь посмотрим, что внутри. Рассмотрим не все развороты, чтобы это видео не было на миллион лет. Но неудачные развороты я вам тоже буду показывать, потому что в этом вся суть. Изначально этот скетчбук я начала, как и все, очень аккуратно. И на самом деле скетчи у меня не получались, не шло. Какие-то они были все очень вымученные. И когда мне это все надоело, я решила, что я сделаю из этого скетчбука просто скетчбук на выброс. Когда я перестала его жалеть, на самом деле все стало намного интереснее и лучше. Еще важный момент. Каждый разворот вы должны датировать. Должна стоять дата. Это нужно для того, чтобы вы отслеживали, сколько времени вы проводите в скетчбуке. Потому что рисовать каждый день — это понятие такое растяжимое. Не каждый день ты можешь сесть и что-то порисовать. Поэтому датируйте каждый свой разворот, даже если вы сделали несколько разворотов за вечер. Просто потому, что потом вы забудете. Вы реально забудете, когда это было сделано. Начало у меня какое-то... кстати, начало достаточно неплохое. Я просто находила какие-то куски портретов, что-то додумывала из головы. Рисунки, как вы видите, совсем разные. То есть это могут быть и портреты, и рыцари, и фигуры, и вообще все подряд на одном листе. То есть смысл в том, чтобы просто начать. И желательно делать сразу весь разворот. Один день, один разворот. Один разворот заполнили, все. На сегодня вы молодцы. Можете поставить себе галочку и попить печеньку. Не только портреты, бывают какие-то элементы, куски чего-то. Я даже сейчас не могу разобрать, что это такое на самом деле. Как вы видите, просто линейные рисунки, быстрые,
без какой-либо проработки. Вот это уже неплохо со змеей. Причем некоторые моменты, вот здесь явно что-то произошло с этой птицей, девушкой, но однако она очень харизматичная. Какой надменный мужик в пачке. Как это называется? Не помню. Здесь явно что-то заклеено плохое. Еще небольшой совет. Вы можете использовать вот такие стикеры или просто кусочки бумаги и заклеивать неудавшиеся места, совсем неудавшиеся места. То есть, допустим, вам понравился какой-то разворот, ну и более или менее понравился, и есть какой-то момент, который вас совсем бесит, вы можете заклеить его вот такой штучкой и потом сверху нее другой ручкой нарисовать что-то поверх. Датирован 27.12. В принципе, более-менее фигуры слева, так себе фигуры справа, но вот глаза какие-то не получились, и я даже не стала это заклеивать, не стала это делать, не стала это зачеркивать. В этом весь и смысл. Вы должны расслабиться. На этой странице 28.12 мне пришла посылка с распадающимися чернилами, и я тут их пробовала. Но, если честно, ими лучше делать именно заливки, чем рисовать пером, потому что тогда распада не очень видно. У меня есть, кстати, отдельное видео про это. Где-то здесь магическим образом появится подсказка. Кстати, я использовала пару раз этот скетчбук не совсем по назначению. У меня не было ничего под рукой. Точнее, мне было лень куда-то идти, потому что этот скетчбук лежал у меня на рабочем столе. Это тоже важно. Вы должны его положить так, чтобы он все время был у вас на виду. И, кстати, вот эта штучка на нем очень полезная оказалась, потому что я вставляла сюда ручку, и мне никогда не приходилось искать свой инструмент. Так, дальше. Вот эта женщина с торчащим, я не знаю, что у нее торчит из головы. Возможно, это были волосы, которые явно не получились. Но, то есть некоторые скетчи вообще достаточно простые. Допустим, вот 29.12 явно мне не хотелось рисовать, выглядит все не очень. Но, однако я это сделала. А вот уже 29.12, то есть... подожди, это один день. Это в один день. То есть я сначала не очень хотела рисовать, а потом сразу захотела. Вот это магия скетчбука. Я, видимо, копировала чей-то стиль, и здесь такое более мультяшное все. Дальше непонятно что. Какая-то испуганная монашка. Уточка. Да, здесь можно заметить, что 6 января у меня было какое-то странное настроение. Тут у меня черепа и котики, все на одном листе. 3 разворота я нарисовала 6 числа. И вот один из последних разворотов был вообще ужасно неудачным. И я его даже не заклеивала, ничего с ним не делала. Просто так и оставила, чтобы знать, что бывает. Это случается со всеми. Потом я решила, опять пришли чернила. Я решила сделать такие пятна и вписать такой старый прием, когда ты делаешь пятно и в него вписываешь какую-то форму. Но они очень сильно, так как скетчбук-то дешевый, бумага плохая, они очень сильно проступили на все стороны, и я так и не доделала это до конца. Дальше у меня, кстати, я тут пыталась вводить цвет маркерами, это тоже неплохая идея, но потом я, видимо, перестала. Но опять же, я, наверное, перестала, потому что мне было лень вставать за маркером. Если его приклеить к этой обложке, то, я думаю, он бы пошел. Я бы им больше рисовала. Какие-то девушки без голов. Почему они без голов? Вот голова не влезла. Дальше 10.01 тут пошла какая-то экспрессия. Вот, кстати, этот скетч мне достаточно нравится. И который ниже голова тоже неплохая. А вот справа как бы ужасный разворот. Вот и здесь вы видите главный смысл этого скетчбука. То есть я очень свободно рисовала, да, возможно, и, кстати, я не помню, что было нарисовано правая часть или левая. Возможно, я разрисовалась как бы на правой части, и потом на левой нарисовала что-то более красивое. Кстати, это тоже можно подписывать, если вы хотите понять, нужна ли вам какая-то разрисовка. Возможно, для того, чтобы вести более чистый скетчбук, вам нужна разрисовка, и сначала вы берете какой-то вот такой трэш-скетчбук, на нем разрисовываетесь, а потом открываете свой большой красивый скетчбук и делаете прекрасный разворот. Но я не подписывала, поэтому мы не узнаем. Следующий разворот уже достаточно неплохой. Я начала больше прорабатывать, то есть
Времени я тратила столько же, но я просто проходилась повторно по некоторым местам. Вот на развороте 11.01 это видно. Я как бы подчеркивала ключевые моменты, и уже как бы скетч выглядит более интересно. Так, дальше у нас череда неудачных каких-то девушек. Потом пошли какие-то... Тут вообще у меня и реалистичный стиль, и мультяшный, и чего только нет. Вот этот разворот мне прям очень нравится. 16.01 монстры. Вот, это, наверное, как раз я создавала свои кисти монстры и делала небольшие исследования, зарисовки. То есть как бы тоже использовала этот скетчбук. Ну, вот этот монстр, который на этой странице, не очень такой, как бы, ну, кстати, его можно было бы доработать, и он стал бы более-менее. Но так, в принципе, страница более-менее нормальная. Далее как раз вот идет какой-то Санта-Клаус толстый. Дальше пошли почему-то очень много портретов, причем таких каких-то криповых. Так, ну здесь вот этот кусочек мне нравится, 23.01. Тут вот этот вот портрет прям очень мне нравится. Я бы даже сделала с ним отдельную работу. И вы можете отыскать какой-то бриллиант среди вот этого всего, чего вы нарисовали. И после того, как это отыщите, сделайте с этого какую-то более завершенную работу. Дальше какие-то маги в шапках и непонятная девушка. Ну вот мы видим, что в начале скетчбука, вот немножко вернемся, на самом деле я разрисовалась, несмотря на то, что я все так же очень быстро, все так же не стараясь, рисовала в этом скетчбуке. Вот 24.01 какие у нас развороты, уже более такие интересные. И какие развороты были в начале, то есть такие совсем уж никакие. 24.01, да, вот этот разворот, он прям неплохой. Местами, конечно, тут странные вещи изображены, но в целом как бы есть вещи, которые изображены неплохо. 25.01. Наверное, какой-то страшный день был. Но этот разворот тоже неплохо. Тут какие-то опять коты, девушки, яблоки, шлем, чего только нет. О, вот этот разворот тоже миленький. 31.01. Не очень по композиции, но в принципе неплохо. Вот здесь я явно, наверное, не очень хотела рисовать, потому что куча 1.02, очень много свободного места. Здесь можно было еще вставить как минимум 3 рисунка, но я не смогла. Видимо, у меня не было времени или сил, или я просто не нашла референсы. Возможно, кстати, референсы подзакончились уже. Вот. Следующий прям 05.02 ужасный. Вот явно их рисовать не хотела. Вот, поэтому и насчет регресса тоже не расстраивайтесь, потому что, да, один разворот может получиться прям хорошим, а следующий, там, через пару дней прям вы упали в какой-то регресс, но мы не машины, у нас есть дополнительные обстоятельства, поэтому ничего страшного. Так, вот 16.02 уже пошли какие-то анатомические заметочки. Просто я, видимо, нашла референс на Pinterest и решила его повторить, нарисовать. В целом более-менее разворот. Дальше какие-то надменные женщины. Это явно нас не любит. Дальше явно неудавшийся разворот 6.02. Потом еще один неудавшийся. Не отпускала меня это 6.02. Да, я вот помню, что у меня не удались несколько разворотов, и я решила все-таки добить, чтобы хоть какой-то разворот получился более-менее неплохой. Девушка в водолазном снаряжении. Кое-где неплохо получается, допустим, тело, но лицо явно подкачало. Что с этим можно сделать? Если вы все-таки хотите сохранить как бы этот рисунок, то вы можете заклеить его, как мы говорили, да, каким-то куском сверху, либо вообще запейте. О, вот это неплохо. 7.02. Тут у меня какой-то портрет мужчины-эльфа, даже с штриховкой. Неплохо получился. Дальше унылые девушки. И дальше какие-то фигуры. Дима, надоело мне людей рисовать. И вот разворот 7.02 тоже неплохой. Достаточно интересный. Есть интересные моменты. Можно использовать в дальнейшей работе некоторые вещи. Так, следующий день, 8.02, уже подходит к концу скетчбук. Осталось пару листов. Я рисовала такие более прорисованные скетчи. Кое-где даже использовала штриховку. В целом получались они неплохо. Да, некоторые прям неплохие. Допустим, это птичка. А вот эта женщина, кстати, очень даже неплохо получилась. Нога в перспективе, такой сложный ракурс. Конец скетчбука. Тут у меня какая-то скучающая китаянка и прыгающая девушка без руки.
И что делать с этим скетчбуком после того, как вы его завершили? Да ничего, поставить на полку. Возможно, нужно это сжечь. На самом деле там есть неплохие кусочки, которые вы тоже можете вырезать и приклеить в другой скетчбук, который, допустим, будет только из идеальных кусочков. Но я не собираюсь этого делать. Мне нравится пересматривать этот скетчбук таким, какой он есть. И каждый раз, когда я его открываю, я понимаю, что нужно сделать еще один такой, потому что он действительно помог мне улучшить не то, чтобы мое рисование, а больше мое отношение к ведению скетчбука, к каким-то правилам, которые нам навязывает интернет о идеальных разворотах. Поэтому мне кажется, очень важно вести такой скетчбук без ожиданий, без давления. Вы можете его даже никуда не выкладывать, он лично для вашего просмотра. Надеюсь, вы используете этот совет и попробуйте хоть один скетчбук вести без ожиданий.